Дэн, привет. Борис, приветствую. Ты знаешь, наверное, о том, что когда мы выпускаем всякие подборки типа топ-5, топ-10, на нас обрушивается шквал комментариев, что да это они продают не ликвид, да это все шляпа полная, и верить этим барыгам нельзя. Но я, положа руку на сердце, говорю, что когда мы подбираем подборки о бестселлерах, мы говорим именно о бестселлерах. И мне не стыдно, да, потому что эти ролики смотрят наши продавцы, наши бренд-менеджеры, наши работники склада. И они фиксируют, что, в принципе, то, что мы говорим, это на 100% соответствует действительности. Вот. А сегодня я попрошу тебя рассказать именно о тех часах, которые подзависли у нас и которые не входят в перечень топов. Может быть, топы в нижней части списка. Я очень надеюсь, что ты поможешь раскрыть все-таки замечательные и в каких-то частях уникальные стороны этих часов, уникальные характеристики. И в итоге они продадутся. И со своей стороны мы сделаем цену замечательную, и для тех, кто смотрит твой канал, мы предоставим право получить 5-7% дополнительной скидки тем, кто вставит промокод из 3 букв. Отлично. Будет интересно, конечно, показать те часы, которые, может быть, не супер круто продаются, но, возможно, влияет на это не качество часов, и не сами часы, и не сами модели, не сам дизайн. Может быть, просто так сложилось, может быть, люди про них мало знают. Но это будет интересно, потому что обычно действительно топ-5 лучших, таких-то, самых дорогих, самых доступных. Сегодня такой у нас получается не топ. Я эти модели посмотрю досконально, расскажу и потом сделаем какие-то, может быть, уже в итоге выводы. А за скидос, конечно же, всегда спасибо. Договорились. Значит, мы делаем этот ролл навстречу предстоящему празднику 23 февраля. Чтобы праздник стал еще более приятным, когда будет возможность купить, в общем-то, настоящие классные часы с дополнительными скидками. Скидка от нас и скидка от тебя. Супер, такой праздничный будет выпуск. Да, кстати, ты в этот раз приехал, себе ничего не выбрал, поэтому, пожалуйста, любой каприз за ваши деньги, хочешь из нетопов, хочешь из топов, как всегда, мы с открытой душой, с чистым сердцем тебе продадим, будешь носить и радоваться, и никогда не обратишься с ними в сервис. Супер, спасибо. А главное, что если покупаешь часы в России у официального дилера, то сервис ты всегда получаешь здесь, в России. Что удобно, не нужно никуда часы отсылать. А вообще мы были сервисным центром, который сертифицировал Orient, Seiko и Casio для тех продаж, которые мы делали в собственной сети. Так что даже если что-то из твоей коллекции поломается, какие-то экземпляры, ты знаешь, к кому обращаться, только кивни. Отлично, буду знать. Все, надеюсь, ничего у тебя не сломается. Желаю тебе вдохновения и, пожалуйста, помоги нам найти покупателей для этих часов. Спасибо. Теперь расскажу про эти часы. А с Борисом, я думаю, мы в скором времени уже увидимся и поговорим про что-нибудь еще. Все, до новых встреч. Счастливо. Ну что, давайте начнем с Casio. И, кстати, эта модель очень необычная. Да, я понимаю, что часы, наверное, на любителя, но мне вот этот корпус, который напоминает, наверное, НЛО, да, и вот такую тарелку пришельцев, очень даже нравится. При этом часы полностью стальные, и браслет, и корпус, и боковая часть, да, и у них есть все классные характеристики от G-Shock, то есть зарядка от солнца, здесь есть подсветка светодиодная, здесь есть люминофор даже, здесь Neo Bright, коррекция текущего времени радиосигналом, корпус 44,5 мм, кстати, не выглядит каким-то оверсайзом, здесь кнопки утоплены по бокам, и, честно говоря, как мне кажется, одна из очень удачных моделей Casio, если вам нужен именно вариант на стали. Слушайте, выглядит дорого, выглядит прям красиво, необычно и небольшие. То есть, они не цепляются за рубашку, например, или за кофту. Классная модель. И стрелки посмотрите какие, а? Прям такие, как будто бы это часть моста или опоры. Очень круто. Лаконично, круто и приятная полировка по корпусу. Интересная, удачная модель, на мой взгляд. Следующая модель – это Bulova Racer хронограф. И, кстати, вот эта линейка, эта модель нравится многим у нас в чате и действительно классная. Во-первых, здесь есть буклетик такой, посвященный истории Булова и автоспорта. А во-вторых, посмотрите, да, как у нас тут шина, в которой упакованы
сами часы. Очень интересная модель, красивая. Есть, кстати говоря, несколько вариаций. Вот это вот в черном цвете, как мне кажется, такая максимально автоспортивная. Черное покрытие с оранжевыми нотками, оранжевыми акцентами. И здесь есть много полезных характеристик. Например, здесь секундомер, здесь центральная часовая минутная стрелка, плюс есть формат времени 12-24 часа. Также можем попробовать запустить хронограф. Центральная секундная стрелка считает секунды. И есть еще минутный счетчик у отметки 9 часов. Циферблат не перегружен, но важный и полезный функционал здесь есть. Плюс, конечно же, дизайн в автоспортивном стиле. Одни только вот эти стрелки на дополнительных субциферблатах чего стоят. Красивые часы. Давайте попробуем их на запястье. Очень круто. Вот с этими акцентами оранжевым. И читаемость, посмотрите, читаемость просто на высоте, потому что контраст идет белого и черного. Тахиметр здесь по внешней шкале, тоже с оранжевым акцентом. И даже кнопки сделали разные. Стальная и, опять же, оранжевая. Мягкий, удобный ремешок в таком раллийном стиле. Супер модель, мне очень нравится. Ну, а здесь у нас сверхточный кварц Swiss Military. Их так и называют, сверхточные. Причем супер кварц, да, который попадает в метки, кстати говоря. Водозащита 200 метров. Толщина всего 11 мм, а диаметр 42 мм. Швейцария. Нержавеющая сталь по корпусу. Модель очень подходящая на спортивной активности. Особенно в этой версии с каучуковым ремешком. Ну и, кстати, красивое сочетание синий циферблат и синий каучуковый ремешок. Такое прям сдержанное, но при этом симпатично смотрится. Универсальный размер, кстати говоря. Накладные метки. Солнечные лучи по корпусу. Зеркальная полировочка по стрелкам. Симпатичная и очень даже, как мне кажется, универсальная модель. Еще одна кварцевая модель, в этом случае Pierre Lanier Copilot. Вот защита 50 метров, есть индикация 12-24 часа, у отметки 9 часов есть дата, у отметки 6 часов и есть день недели, у отметки 3 часа. Так что такая вполне себе универсальная модель для тех, кто любит, чтобы было, во-первых, много субциферблатов, а во-вторых, полезный функционал в виде даты и дня недели. Ну, плюс у нас есть часы, минуты, секунды, модный корпус с интегрированным браслетом, такой немножечко отдаленно напоминающий что-то из творений ведущих швейцарских мануфактур, но без каких-то откровенных заимствований. Кстати, на запястье очень даже удобно, потому что часы невысокие, я думаю, здесь гораздо меньше, чем 1 сантиметр по высоте. Приятно, кстати, браслет на запястье себя чувствует, удобный, приятная полировка по звеньям, здесь и зеркальная полировка, здесь и сатинирование. Неплохо исполнен браслет по качеству и корпусу, особенно с учетом того, что часы по цене весьма и весьма доступные. Ну и застежка-раскладушка, которая хорошо подходит на каждый день. Плюс, что немаловажно, здесь необычный цвет циферблат, такой густой зеленый цвет, матовый, и всего лишь несколько акцентов дополнительных. Да, у нас есть зеленый, и плюс у нас есть немножко серого и темно-красного. Почему бы, собственно, и нет. Классика G-Shock, модель B5000, хит на все времена. Есть очень много разных версий. Здесь версия, ну, крайне необычная такая, да, клетчатая, футуристичная, я бы сказал, ретро-версия 90-х. Понятное дело, что на любителя, тем более с этим инверсивным дисплеем, но в ней есть класс, в ней есть классная отделка, в ней есть, естественно, шикарные характеристики, потому что здесь, ну, понятное дело, 200 метров защиты, здесь есть зарядка от солнца, здесь есть радиосинхронизация, плюс Bluetooth, поэтому можно часы очень быстро синхронизировать со смартфоном и настраивать весь функционал. И плюс они небольшие, то есть эти часы вполне подойдут на каждый день. Ну вот, посмотрите, на моем запястье очень удобно, аккуратно и необычно. Но если вы любите G-Shock и чтобы эти G-Shock выглядели не как у всех, и плюс достаточно редкая расцветка, то что нужно. Ну что ж, теперь Spinnaker, модель HAL, кварцевый хронограф, в культовом корпусе подушка, естественно, предыстоки его идут от Panerai, но они сделали немножко такие, я бы сказал, спортивные Panerai, и выглядит классно. Во-первых, здесь крупная дата, которая из 2 дисков состоит, большая дата с удобным чтением. Здесь полный хронограф, у нас есть секунды и минуты, плюс индикатор 24 часа. Основная секундная стрелка малая, у отметки 6 часов, и плюс здесь у нас есть панда на циферблате с утопленными манежами, очень объемный циферблат, есть еще и сэндвич здесь по меткам, шикарная модель, классное сочетание серебристого и
черного покрытия. Водозащита 100 метров позволяет с этими часами даже не глубоко нырять. Правда, нужно будет ремешок кожаный. Здесь, кстати, в базе пухлый такой очень приятный кожаный ремень. Ну, поставить вместо него что-нибудь каучуковое, и вполне можно понырять даже. Кнопки хронографа тоже завинчиваются, что говорит о том, что часы защищены. Красивый объемный циферблат, выпуклое стекло, минеральное с антибликовым покрытием и люминофор у нас на метках и на стрелках. Корпус здесь небольшой, на моем запястье очень даже аккуратно смотрится, и мне, кстати, нравится вот этот вариант в черном цвете. Он выглядит даже меньше, чем он есть на самом деле. Матовый черный ремешок классно сочетается с полированным корпусом. Шикарная модель, честно говоря, прям. Раньше не видел ее именно вживую, вот в этой расцветке, а мне понравилось. Интересно. Спиннакер. Модель Крофт. Здесь интересный комплект. Смотрите, есть второй ремешок каучуковый. Есть инструмент для замены ремешка, а в базе у нас часы идут на браслете. И вот с таким ярким и очень даже жизнерадостным красным циферблатом. Ну, явно часы на лето, на море, на воду. И как раз на самом деле уже не так и за горами у нас весна. Минималистичный циферблат, здесь даже нет логотипа у верхней части циферблата, он смещен вниз, там же указана водозащита, и здесь водозащита весьма и весьма приличная, 150 метров, то есть можно плавать и погружаться, корпус 39 мм, высота всего 13 мм, так что универсальный размер. Эти часы, кстати говоря, GMT, внутри стоит калибр Seiko NH34, то есть у нас есть функция второго часового пояса. Она не мешает основной читаемости, она такая небольшая здесь, но когда вы много путешествуете, меняете часовой пояс, то эта функция вам явно пригодится. Интересное и необычное реализованное окошко даты. Оно имеет подсветку, подложку красного цвета, такого же, как у циферблата, и это классно. При этом они сделали ее такую неяркую. Да? Она читается, но при этом как-то не слишком сильно бросается в глаза. Также мне нравится безель с вставкой стальной. Застежка такая мощная на двойном фиксаторе. Есть дайверское, кстати, расширение, что нечасто для часов с водозащитой 150 метров. На задней крышке как раз-таки города, которые соотносятся с тем часовым поясом, который можно выставлять у нас по безелю. Ну и давайте посмотрим на запястье. Аккуратная модель с короткими ушками. Удачно сидит на запястье. И видите, первое звено здесь короткое, поэтому ничего нигде не топорщится. Все аккуратно, все удобно. Кстати, приятно. Яркий цвет мне здесь нравится, он в плюс. Он как раз хорошо гармонирует с такой холодной стальной сдержанностью безеля и основной части корпуса. На каучуковом ремешке будет, как мне кажется, гораздо повеселее и как раз, может быть, чуть больше подходить на лето, на летние активности. Но браслет – это браслет, он в базе, конечно же, должен быть. Очень интересная и яркая моделька. Что по итогам? Ну, если говорить конкретно про модели из обзора, то, как оказалось, не топ по продажам вовсе не означает, что часы хуже других. Они скорее более необычные, с более редкими дизайнерскими ходами и нестандартной расцветкой. Как говорится, в тени бестселлеров. Лично мне больше всего понравились Casio, а вам напишите обязательно в комментариях. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.